Здорово всем, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня я продолжу вам рассказ о своей жизни, свою биографию, жизнь человека, который с ранних лет попал в мир криминала, оказался за решеткой. Для тех, кто впервые на моем канале, я провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь. Здесь я рассказываю свой печальный опыт, чтобы люди смогли избежать ошибок моей молодости. И также хочу смотивировать кого-то изменить свою жизнь, как это сделал я. Видео не несет никакой пропаганды, агитации. Я за свободную, спокойную, мирную жизнь. Итак, предыдущий ролик было о том, как я освободился, день освобождения, какие ощущения там, ну и ближайшее время. Там первые несколько дней, неделя, вот что ты чувствуешь, что ты испытываешь. Если кто не в курсах, плейлист «Гопник аудиокнига» ждет вас. Там вся история сначала. И также прошу вас поставить лайк перед просмотром. Это несложно, это бесплатно. Я договорился. Подписаться на канал, подписаться на ВК, Инстаграм и на мой второй канал. Все стримы, прямые эфиры проходят сейчас на втором канале. Ссылки все в описании. Итак, 2010 год, август месяц. Я вышел на свободу после второго срока. Опять общий режим был, дурдом. Люди, кстати, всегда говорили, я тогда не понимал, что лучше отсидеть, не знаю, если тебе дают трешку общего, некоторые просят, дайте лучше 5 на суде, но строгого. Потому что реально, на общем режиме очень сложно. Там очень много людей, которые, такие зеленые и не понимают многих вещей. Как потом оказалось, впоследствии, да, это так и есть. В общем, на строгом режиме намного легче, намного проще. Итак, второй раз я освободился из колонии опять общего режима. Вот. Прибыл в Москву, познакомился со своей будущей женой. Что я начал делать дальше, как вы думаете? У нас были отношения, то есть поначалу я куролесил с друзьями. Видео есть на втором канале про моих друзей-придурков, и там есть про лебедя. С лебедем, естественно, я опять же куролесил. С кем еще тусили, выпивали, бухали, не знаю, и со своей женой будущей я тоже где-то лазил, какие-то клубы, не клубы, дискотеки, вот. Потом, что произошло потом? Я, честно говоря, даже не вспомню. Очень много я употреблял плана в то время. Вот. То есть, и план, алкоголь, то есть, жесткие какие-то наркотики я никогда не пробовал. В плане, чтобы колоться, еще что-то, я пробовал несколько раз колеса, пробовал несколько раз нюхать этот амфетамин, фен. Вот. И в основном, я развлекался так, подкуриться, выпить. Вот. Такая канитель. В общем, это все продолжалось на протяжении всего времени, сколько я был на свободе, после второго срока, до определенного момента. То есть, я когда начал встречаться со своей женой, будущей, я выпивал, подкуривался. Когда мы начали с ней жить, я точно так же выпивал, подкуривался. Когда она забеременела, это плохо, кстати, очень плохо. Хотя, знаете, некоторые пытаются как-то ходят в центр планирования семьи и как-то чистят свой организм перед зачатием. И бывает, что у них рождаются дети какие-то, с отклонениями. У нас же все, как правило, по синьке, еще под каким-то делом, и рождаются дети, все нормально, но относительно. Но я это не одабриваю. Просто я рассказываю, как было, и это моя безголовая юность. Кстати, если кто хочет знать по этой теме всей большей истории, всякие криминальные и так далее, там же, где ссылки на соцсети, будет видеоинструкция, ссылка в описании, видеоинструкция, как можно попасть в закрытый телеграм-канал, где я более интересные разные вещи рассказываю, которые не могу рассказать на ютубе. Итак, в общем, и даже, то есть до момента прям практически свадьбы я вот так вот и жил.
жил уже со своей женой, короче, будущей. Мы переехали ко мне, сюда, вот где я сейчас живу. То есть здесь жила моя мать в этой комнате с мужем, а мы жили в маленькой комнате. У меня моя комната, вот, в которой я всю жизнь прожил, она 8 квадратных метров. Вот. Такой карцер я ее называю. И вот мы там вдвоем с Катюхой беременной. И знаете, о чем хочу сказать? Сейчас поговорим об ошибках людей, которые вступают в брак, сами не разобравшись в своей жизни. Это касается и одной, и второй стороны. То есть девушка, взять, например, мою жену или похожие ситуации. То есть девушка выходит замуж за хулигана, надеясь, что он после свадьбы остепенится. Я точно так же, на самом деле, одна из моих мер была принята. Я думаю, я, наверное, сейчас женюсь, заведу ребенка, и все, типа. Вот, и как бы, и уже начнется у меня взрослая жизнь, у меня появятся обязательства, как бы. Но вся беда в том, что это так не работает. Если вы сами, это иногда работает, но в редких случаях. Чаще это не работает, чем работает. То есть для начала, как бы, не то что для начала, ты должен повзрослеть. Ты должен повзрослеть, и уже как-то отношение у тебя должно к жизни сформироваться, прежде чем вступить в брак, завести семью. Если ты как бы делаешь это, так сказать, спонтанно, и по итогу как бы для того, чтобы это тебя простимулировало стать взрослым, это вряд ли сработает. И куча у меня друзей есть, которые вот так вот женились, по итогу продержались там какое-то время, причем небольшое, от силы полгода, наверное. И потом стали опять собой. Вот, то есть работа над собой, она была не выполнена. В моем случае это было точно так же. Вот, если у вас есть такие друзья, товарищи, обязательно напишите в комментариях, считаете ли вы, что я прав, либо нет. Вот, и в общем, я как бы был не готов, плюс еще как бы я всегда списываю вот свое поведение на то, что, во-первых, меня посадили по малолетке, а есть такая пословица, что как бы кто по малолетке сел, то есть он в том возрасте и остается. Меня вот посадили в 16, мне сейчас вот, максимум, наверное, 19-20 по моему состоянию такому вот, душевному. Я чувствую себя. Вот, плюс еще как бы я всю молодость там просидел, и поэтому как бы когда я освобождался, я пытался это всегда наверстать. У меня сейчас такое бывает периодически, но сейчас я уже, слава богу, подуспокоился, мне уже 4-й десяток. Вот. И, то есть, соответственно, Катюха здесь дома, беременна, а мне скучно, понимаете, я раз там у нее отпрошусь, там, типа, пойду я там встречусь с друзьями, она типа там, давай, только недолго, там, вроде как, знаете, чтобы меня там под каблук не загонять тоже. У нас, типа, доверие там и так далее. Я срал на это доверие, я говорю, да, я недолго, и все. Бам! Куда-то там тусить. Она звонит, я трубки не беру. Там приезжаю в 2 часа, в 3 часа ночи, там весь кривой, и она сидит, смотрит в окно, плачет. Вот. Все, никакой свадьбы не будет, там туда-сюда, ты дурак, ты придурок. Вот. И, короче, ты там обещаешь, что не, там у тебя начинает совесть, ты там не, все, я больше не буду. День-два сидишь дома, опять то же самое все начинается. Вот. Вот такая канитель, короче, была. Потом, что происходило-то еще интересно. В общем, я вот так вот гульбанил туда-сюда. Мать мне здесь выносила мозги тоже. Вообще с родителями жить так себе удовольствие, хочу вам сказать. Если вы живете там со своей семьей, там, да, жена, ребенок, в общем, и как бы, жить с родителями, это вообще капец, это жесть. Они там своими советами вас заколебут, сколько бы вам лет не было. Вот. В общем, дальше, что было дальше, короче. Вот так вот я со всякой шелупонью, короче, тут общался в основном. Вот. Лебедь, кстати, в том числе, он хоть и друг мой, но он такой же тоже, он еще на тот момент и до сих пор даже, и у него, и у меня остаются такие моменты, короче, скажем так, невзрослые. Вот. То есть мы еще какими-то детьми остаемся в определенных моментах, там, то есть в плане ответственности. Вот. И он еще не самый плохой пример. Есть люди, которые, вот наши общие там друзья, знакомые, которые вообще как бы, еще хуже, там, грубо говоря, там, практически как я себя ведут.
Вот, то есть, ну, бухали там, забивали на всех там, и на всех, кто дома, у них мать, там, жена, там, неважно. Вот. В общем, так я жил, тусовался, не знаю, что только я не делал. Ну, там периодически гоняли мы в Рязань. Вот. Закончился это чем, ребят? Закончился вот чем. В общем, в апреле 2011 года у нас свадьба была. Вот. В общем, свадьба. С худо-бедно как бы нормально сыграли эту свадьбу. То есть, ну, среднячково так, не особо там какой-то был крутой у нас там банкет. Вот. Еще там вот я сдал на права, машину себе купил сначала, 5 у меня была, мне там пацан отдал ее, короче, ну, она на ходу, но надо было ее подделать, мне ее там пацаны на этой, как ее, забыл, как на Яблочковой улице в сервисе там знакомые ее восстановили, короче, там за копейки все, но она стала как нульцево, я ее, короче, продал, купил себе 10, десятка сыпалась, короче, ну, не суть важно. Вот тачка была, все нормально. Вот, в общем, и в апреле месяце мы решили там вот все, подошло время, там жениться, свадьбу туда-сюда. Вот, свадьбу отмечали, конечно, там была жара вообще такая, там с Рязани, брат у меня был, еще кто-то, то есть у меня там такая шпана собралась, там, короче, и, ну, еще сколько мне было, 24 года. Вот, ну и что, там как бы такая была она... Я не знаю, я тут 10 часов уехал пьяный, потому что, ну, Катюха беременной была, вот, меня она не оставила там одного. Вот, там все, молодежь вся перетрахались, пошли на какую-то хату. Второй день мы, короче, пили, шашлыки поперли где-то там, не помню, жарили в каком-то лесу в посадке. Вот. Наверное, возникает вопрос у вас, да, как я в то время зарабатывал, да, на что я жил, как бы, соответственно. Поначалу у меня всегда бывает такое, как бы я не приверженец того, что мне тогда было западло работать, нет. Если можно было где-то заработать, я зарабатывал, можно было где-то украсть, я крал. В основном, правда, я всегда устраивался на работу для того, чтобы там что-нибудь быстро, слабые места выявить, что-нибудь их обшелушить и под шумок уволиться. Либо пропасть, сказать, что я там, не знаю, умер, к примеру, не дай бог. Вот. То есть я вышел, я поначалу там пробовал работать, то есть тем более, как бы, ну вот Катюх, там все дела, там, думаю, надо, все, семья. А потом, когда меня опять поволокло, понесло, естественно, я не работал, опять друзья, товарищи, какие-то мутки, там, какие-то там дела, что-то такое. Вот, то есть, ну, такой, знаете, на паузе всегда стоишь, сидишь дома, как бы раз кто-то отзвонил, там есть тема какая-то такая, раз там в тачку прыгнул, в тачку прыг, дверью хлоп, и по телкам камон, как говорил один мой знакомый. Вот, и как бы, ну, и какой-то фигней такой занимаешься, там, что подвернется, вроде какая-то копейка падает, более-менее там как бы хватает. Ну, в основном, конечно, это все пробухивалось, прокуривалось, ну, ладно. На жизнь хватало. Короче, в общем, сыграли мы эту свадьбу. И дальше началось самое интересное. В принципе, небольшая такая предыстория и спойлер для следующих роликов. Спойлер для следующих роликов, как я оказался потом в дурдоме. Сейчас расскажу вам. Ну, это будет в следующих роликах. Сейчас расскажу, что к этому привело. В общем, в один из дней после свадьбы, дня через 3 или 4, короче, ко мне заехал крендель один, вот, и говорит, поехали, как бы, что-то съездим в одно место, туда-сюда, короче, и по итогу мы оказались на варочной хате, где готовят, вот, фен, амфетамин, где его готовят. Ну, и потом продают. Он покупал, короче, ну, вот этот, который со мной приехал, крендель, он, короче, был барыгой. Он брал там у них сотками, прям вот, ну, 100 грамм, там, не знаю, больше. Вот, и распространял. И, короче, то есть я попал в эту хату, и там я зашел на кухню, там гора целая лежит этой канители. Вот. И пока они там что-то договариваются, я говорю, слушай, я угощусь.
Ну, там, до второму говорю. Они говорят, да, я делаю 2 дороги, все там разнюхаться. И он говорит мне, слушай, ты это много, потому что здесь как бы не то, что на улице продается, тогда барыги были, там закладчиков еще не было. Вот. Говорит, это как бы, он не бодяжный, он чистый, он мне одну дорогу убирает, а вторую типа пополам, вот на, типа, нюхай одну напополам. Я раз такой, блядь, думаю, да не, ну что, жадность фраера, да, сгубила, губит постоянно. Я раз такой, занюхал, потом, и говорю, это, есть чай у вас? Они говорят, да, есть. Я беру там пакетик Гринфилд, как сейчас помню, раз, завариваю, и пока он отвлекся, там второй, я беру прям с этой горки себе в чай, замешал. Ну, скажу вам честно, первые 4 часа мне было хорошо, я помню, да, мне было хорошо, мы оттуда выехали, сели к нему в тачку, у него джипарь какой-то, мы едем, солнце светит, музыка, я там тарахчу что-то, короче, остановиться не могу, вот, смотрю в зеркало, у меня глаза вот, вот эти вот болты, вот, потом, короче, я приехал домой, взял тачку, короче, поехал за Катюхой, она на работе была, в общем, и чувствую, что что-то, как-то не очень хорошо себя чухаю. Я говорю, давай, Катюха, это во дворе посидим, я пивка попью. Но она беременная, ей нельзя. Вот. Я пью пиво. А она такая, уже когда я не за рулем был, она такая говорит, а что у тебя с глазами, типа? Я говорю, да это от пива. Но она не шарит, не разбирается, слава богу. Тогда не шарил. Вот. И, короче, мы приходим домой. И я чувствую, что, все, как бы, жесткий трип, короче, хреново становится. Она легла. Вот, спать я, короче, в другой комнате, в этой, вот, то есть, играл в Xbox, думаю, так надо отвлечься, что-то как-то, хреново, я чувствую, мотор вылетает, короче, то есть, прям колотит сильно, и мне хреново, короче, у меня уже голова болит, вот эта вот гипервентиляция легких идет, потому что, когда у тебя сердце начинает, ты нервничаешь, начинает сердце биться быстрее, ты начинаешь в такт ему дышать. У тебя переизбыток кислорода в мозг накачивается, короче, и ты можешь сознание потерять, в общем, такая канитель. Это я все потом изучал, я прочитал много книг там по сердечно-сосудистой системе, там, по вообще там психосоматике, неврологии, там, по всему-всему, короче, я вот изучал сам себя. Сразу скажу, это мне потом не помогло, просто так чисто, чтобы знать для себя, вот, интересовался. Короче, здесь вот я чувствую, хожу по этой комнате, чувствую, что, короче, мне хреново. Звоню этому кренделю, я говорю, слушай, выйди на улицу, давай выйдем на улицу, подышим. Я говорю, мне хреново, вот у меня измена здесь. Он такой, да ладно, ты че, успокойся, да все нормально, угомай. Короче, я там всем, кому звонил, время было где-то, наверное, часов 12. Вот, всем, кому я звонил, все меня посылали, говорят, да ты там загнался, успокойся, туда-сюда. Короче, по итогу, я вот так вот где-то здесь час или полтора, может, 2 вот так вот ходил, короче, мне все хуже и хуже становилось. Уже дошло до того, что у меня губы начали синеть. Мотор уже чуть ли не на разрыв работает, короче. Вот у меня уже там руки не имеют. Вот. И я понимаю, что все, хана, надо скорую вызывать. Я, короче, вызываю скорую. Катюха услышала, говорит, типа, что случилось? Я говорю, а я вот так... У меня, я говорю, слушай, сердце что-то, короче, плохо. Туда-сюда, она там это... короче, приехала скорая за мной. Я там выбежал на улицу, это стимулятор, на месте нельзя сидеть. Вот. Короче, выбежал на улицу, залетаю к ним, короче, они такие, что с тобой? Я говорю, вот, скоростя. Они, опа, ложись. Что-то сразу достали дефибриллятор, чтобы меня колотить. Током бить. Потом что-то мне под язык брызнули, капельницу какую-то воткнули, короче, и повезли. Вот. Но я им сказал, там, типа, что я по спорту эту фигню, короче, употребил, что я не просто, типа, я говорю, вот, там, они говорят, ладно, да, бывает, типа, такой, короче, спортсмены нет, эту фигню употребляют, я знаю просто сам по себе, и не только по себе. Короче, мы приехали, они говорят, слушай, говорит, сейчас может глючить, потому что, вот это мы тебе что поставили, чтобы кровь разбавить. Короче, пока они меня довезли, меня подпустил, меня размазал даже, я им хочу сказать, то есть, мне вот так вот все, я весь вялый, меня успокоило все. И реально, короче, глючил, я подхожу, а я в шортах, в тапках, короче, и в куртке сверху, не пуховик, ветровка такая. Вот, я такой подхожу, там стенд такой, где образцы заявления, а у меня печати вот так вот бегают, короче, по всем заявлениям, по всем стендам. Я такой, а я телефон забыл.
Подхожу к охраннику, я говорю, дай позвонить. Нет, нельзя, не положено, туда-сюда. Я говорю, да дай позвонить, ты, ё-моё, хоть это, ну, успокой там родных, что там все нормально. Он, нет, смотрю, там, короче, девчонка какая-то сидит, лет 18-19, коленки все разодраны, вся какой-то канитель. Я к ней подсаживаюсь, я говорю, слушай, есть телефон? Она говорит, есть, только типа разряжен, сама позвонить не могу никому. Я говорю, слушай, а что с тобой случилось? Она такая, видно, где-то валялась, падала. Она говорит, меня друзья позвали, короче, на дачу или на шашлыки, я не помню. Короче, нам там что-то дали, типа, хотите кайфануть? И говорит, ну и все, и больше я ничего не помню. Я не знаю, там пекнули ее или нет, там что происходило. Короче, ну вот ее там тоже перекрыло, и она оказалась там. Ну ладно, что, короче, охранник жалился на мной, дал мне дал мне телефон, я позвонил. Оказалось, что там мать с мужем и с Катюхой летят за мной, короче, в эту больницу. Они узнали там, где я, что я. Вот. И летят за мной, то ли на такси, да, на такси. Вот, говорит, мы сейчас уже подъезжаем. Я сразу подхожу к врачу, я говорю, все, я претензий не имею, отказ там, короче, пишу. Вот. Выхожу оттуда, и они как раз подъехали, и мать такая, вот, ты что, я же тебе говорил, много кофе не пей, короче. А я, да, мать, все нормально, все обошлось, все, короче, ништяк. Вот, и она такая, ну и все, мы поехали домой. Мы приехали домой, а в 4 часа или в 5 утра меня где-то парализовало. То есть я лежу, и все, я не могу пошевелиться. Опять вызвали скорую. У меня вот, холодный пот, я весь уже побелел. Приезжает скорая, смотрит на меня, говорит, что с тобой? Я им рассказываю всю эту историю, что дознулся, что меня откачивали тем-то, тем-то. Они мне еще что-то укололи, и уже там на месте они всем рассказали, естественно, всю эту историю. Вот, потому что я-то до этого момента ничего не говорил. Я сказал, что типа вот что-то мотор прихватил, меня увезли. Вот, таким образом все дома узнали, что я наркоман. Вот. И как бы что было дальше? А об этом мы узнаем в следующем ролике, ребят. Обязательно оценивайте, обязательно пишите свое мнение, подписывайтесь на канал. Еще раз всем говорю и прошу, призываю вас к этому. На мой второй канал, ВК, Инстаграм, Телеграм. Что еще? И также огромное спасибо всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». Вы очень мне помогаете и продвигаете меня. Все, наверное. Что-то еще хотел сказать? Ну, нет, наверное, ничего больше добавить здесь нечего. На самом интересном месте вынужден откланяться. Давайте, ребят, берегите себя, берегите свою жизнь, цените, не занимайтесь никакой фигней. Вот слушайте мой печальный опыт, мотайте на ус себе и вот, реально цените то, что имеете. Всем добра, с вами был Миша Выплюшка. Увидимся.